Урок 1. Школьные воспоминания. Я всегда слапываю их вместе, чтобы смахнуть с них меловую пыль. Это классический ход. Это напоминает мне наши школьные годы. Мы с друзьями вместе шли домой после уроков. И мы говорили о том, что сделали в течение дня. Это были такие веселые разговоры, наполненные смехом. Я скучаю по тем беззаботным моментам, когда все казалось простым. Я тоже. Приятно вспомнить свои детские впечатления. Определенно. Эта дружба сформировала то, кем мы являемся сегодня. Давайте позаботимся о том, чтобы сохранить эти связи. Урок 2. Позитивное путешествие. Точно. Давайте сохранять позитивный настрой и наслаждаться полетом. Я полностью согласен. Хорошее отношение делает поездку более приятной. Да, и сосредоточиться на предстоящем приключении может быть увлекательно. К тому же, это помогает отвлечься от любых забот и отсрочек. Абсолютно. Я всегда стараюсь думать о веселых впечатлениях, которые нас ждут. Да, и новое место мы откроем вместе. В этом вся суть путешествий– исследовать и создавать воспоминания. Мне не терпится увидеть, что готовит нам это путешествие. Я тоже. Давайте отправимся в путешествие и насладимся каждым моментом. Урок 3. Стильная безопасность. Определенно. У нас есть схема разных стилей и цветов. Это потрясающе. Важно, чтобы безопасность была веселой и стильной. Да, каждый хочет хорошо выглядеть, оставаясь при этом защищенным. Точно. Кроме того, это побуждает людей носить их чаще. Я согласен. Чем привлекательнее они будут, тем больше вероятность, что их будут использовать. Мы обязательно должны продемонстрировать все варианты, которые у нас есть. Да, давайте позаботимся о том, чтобы все знали, что они могут найти свою идеальную пару. Я рад помочь каждому выбрать шлем, который ему понравится. Вместе мы сможем повысить безопасность, сохраняя при этом модность. Урок 4. Экстремальные погодные условия. Это один из крупнейших городов мира, температура которого достигает минус 40 градусов по Цельсию. Это невероятно. И я не могу себе представить жизнь в таких экстремальных условиях. Да, чтобы процветать в таком климате, нужна особая устойчивость. Абсолютно. Люди должны быть хорошо подготовлены к холодам. Им обязательно придется одеться и оставаться в тепле. Я восхищаюсь теми, кто может пережить такие суровые зимы. Да, это показывает их силу и приспособляемость. Интересно, чем они занимаются в зимние месяцы. Должно быть интересно посмотреть, как культура адаптируется к холоду. Урок 5. Скрытые сокровища. Определенно. Я считаю, что есть еще больше скрытых сокровищ, которые ждут своего изучения. Я согласен. Есть что-то захватывающее в открытии новых мест. Да, в каждом уголке мира есть свои уникальные сокровища. Точно. Это похоже на поиск маленьких кусочков истории и культуры. Когда мы путешествуем, мне нравится искать менее известное место. Я тоже. Они часто получают самый подлинный опыт.
Давайте составим список мест, которые мы хотим посетить в следующий раз. Отличная идея. Мне не терпится вместе обнаружить еще больше скрытых сокровищ. Да, исследовать всегда лучше с компаньоном. Урок 6. Исследование острова. Как вы решили посетить именно этот остров? Я хотел исследовать что-нибудь в глуши. Это звучит авантюрно. Что вы надеялись там найти? Я искал уникальные пейзажи и местную культуру. Это лучшая причина выбрать направление. Да, я люблю погружаться в новые впечатления. Мне не терпится услышать все о твоих приключениях там. Определенно. Мне интересно делиться историями из своих путешествий. Давайте когда-нибудь спланируем собственную поездку на остров. Урок 7. Древняя мудрость. Эту идею впервые прославил древнегреческий ученый Птолемей, который... Это увлекательно. Он внес значительный вклад в астрономию. Да, его работы заложили основу для многих современных теорий. Мне нравится, как древние знания все еще влияют на нас сегодня. Абсолютно. Это показывает важность изучения истории. Да, и как идеи могут развиваться с течением времени. Я думаю, что это вдохновляет соединить прошлое открытие с нынешним пониманием. Определенно. Это побуждает нас продолжать исследовать и задавать вопросы. Давайте углубимся в его теории. Они действительно интригуют. Урок 8. Удобство поздней ночи. Обслуживание номеров очень удобно для поздней ночи. Это понятно, особенно когда не хочется выходить на улицу. Точно. Приятно, когда еду доставляют прямо в номер. Считаете ли вы, что цены оправдывают удобство? Иногда они могут быть немного высокими, но это экономит время и силы. Истинный. После долгого дня приятно расслабиться, не беспокоясь об ужине. Я согласен. Кроме того, это похоже на небольшую роскошь. Да, это действительно улучшает общее впечатление от пребывания в отеле. Конечно. Я думаю, что время от времени оно того стоит. Урок 9. Обновление объявлений о рейсах. Вы слышали объявление о рейсе? Какие-нибудь изменения в наших воротах? Я этого не уловил. Надеюсь, никаких изменений в последнюю минуту не произойдет. То же самое. Это может быть очень неприятно, когда ворота неожиданно меняются. Да, особенно когда ты уже торопишься на самолет. Я знаю. Важно быть в курсе любых обновлений. Определенно. На всякий случай понаблюдаем за мониторами. Хорошая идея. Я бы предпочел не пропустить важную информацию. Согласованный. Нам также следует внимательно прислушиваться к сигналам о посадке. Да, давайте убедимся, что мы готовы, когда придет время садиться на борт. Урок 10. Выбор транспорта. Это работает для меня. Какими средствами передвижения нам следует пользоваться? Я думаю, поезд будет отличным вариантом. Звучит удобно и эффективно. К тому же это обычно более расслабляюще.
Точно. Поезда предлагают удобный способ насладиться пейзажами. Мне нравится наблюдать, как меняется пейзаж во время путешествия. Это отличный способ испытать путешествие, а не только пункт назначения. Я согласен. Может, вместе проверим расписание поездов? Да, давайте позаботимся о том, чтобы выбрать лучшее время для путешествия. Идеальный. Я уже в восторге от этой поездки. Урок 11. Индивидуальный подход к фотографиям. Мне нравится индивидуальный подход, который вы добавили к фотографиям. Я рад, что они вам понравились. Приятно запечатлеть особенные моменты. Да, эти маленькие детали действительно оживляют фотографии. Я всегда стараюсь включать элементы, отражающие наш опыт. Вот что делает их такими запоминающимися. Каждая фотография рассказывает историю. Точно. Это похоже на сохранение наших воспоминаний красивым способом. Я ценю, сколько усилий вы вложили в них. Спасибо. Мне нравится делиться с вами этими моментами. Давайте вместе сделаем больше фотографий нашего следующего приключения. Урок 12. Визит к врачу. На прошлой неделе у меня болело горло и поднималась температура. О, нет, это звучит неудобно. Вы ходили к врачу. Да, мама отвела меня к врачу, когда мы приехали. Это была хорошая идея. Всегда лучше провериться. Я согласен. Доктор очень помог и дал мне лекарства. Я рад это слышать. Помогло ли это вам почувствовать себя лучше? Да, к счастью. После этого я начал довольно быстро восстанавливаться. Это отличная новость. Обязательно позаботьтесь о себе. Я буду. Я понял, как важно слушать свое тело. Урок 13. Экологическая осведомленность. Люди все больше осознают свое воздействие на окружающую среду. Да, отрадно видеть, что все больше людей принимают меры. Вы заметили растущий интерес к устойчивым практикам. Абсолютно. В наши дни все больше людей перенимают экологически чистые привычки. Это положительная тенденция. Каждое маленькое усилие помогает нашей планете. Я согласен. Простые изменения могут со временем привести к значительным изменениям. Да, например, сокращение использования пластика и более ответственная переработка. Точно. Приятно видеть, как сообщества объединяются ради этого дела. Давайте и дальше поддерживать эти усилия в нашей повседневной жизни. Урок 14. Американские ценности. Вера Америки в свободу и демократию сформировала ее историю. Это правда. Это была значительная часть национальной идентичности. Да, на протяжении большей части прошлого столетия эти ценности проверялись. Абсолютно. Возникло множество движений, отстаивающих эти принципы. Интересно наблюдать, как эти идеалы продолжают развиваться. Да, и они вдохновляют людей во всем мире бороться за свои права. Я люблю обсуждать исторические события, отражающие эту борьбу. Я тоже.
Понимание нашего прошлого помогает нам ценить наши свободы сегодня. Давайте вместе прочитаем больше об этой теме. Это так важно. Урок 15. Покупка продуктов. Как насчет этих яблок? Они по разумной цене. Идеальный выбор. Свежие фрукты. Всегда хорошая покупка. Да, и они отлично подходят для перекуса или добавления к еде. Точно. Кроме того, они полезные и вкусны. Мне тоже нравится, что они универсальны. Мы можем использовать их во многих рецептах. Абсолютно. Ладно, продукты готовы. Что еще нам следует подобрать? Давайте позаботимся о том, чтобы у нас было достаточно закусок для нашей поездки. Хорошая идея. В путешествии всегда приятно иметь под рукой вкусняшки. Да, и напитки в дорогу забыть нельзя. Урок 16. Основы поездки. Вы уже собрались в поездку. И еще нет. Я все еще решаю, что взять с собой. Это понятно. Может быть сложно все запомнить. Да, я хочу убедиться, что не забуду ничего важного. Как насчет того, чтобы вместе составить контрольный список? Это звучит как отличная идея. Это поможет нам оставаться организованными. Определенно. Я запишу все необходимое, что нам понадобится в поездке. Идеальный. Давайте позаботимся о том, чтобы у нас была и одежда, и туалетные принадлежности. Да, и нам следует рассмотреть любые специальные статьи для запланированных мероприятий. Урок 17. Река Миссисипи. Река Миссисипи берет свое начало на холмах северной Миннесоты. Это увлекательно. Это очень важный водный путь в Америке. Да, она течет на юг и проходит через очень много штатов. Точно. Удивительно, как он соединяет разные регионы, страны. Мне нравится, как он сыграл жизненно важную роль в истории и торговле. Да, это было важно для торговли и транспорта на протяжении веков. Изучение ее истории может дать представление о развитии Америки. Мне бы хотелось узнать больше о влиянии реки с течением времени. Отличная идея. Давайте вместе изучим его историю. Это будет приятно. Урок 18. Система правосудия. Еще одной важной особенностью систем правосудия в большинстве англоязычных стран является то, что обвиняемые имеют право. Да, очень важно, чтобы ко всем относились справедливо на протяжении всего судебного процесса. Точно. Презумпция невиновности, пока вина не будет доказана, является основополагающим принципом. Это действительно так. Это гарантирует, что люди не будут несправедливо наказаны до суда. Верно. Это также поддерживает целостность самой правовой системы. Я ценю, как эти права помогают поддерживать доверие общества к правоохранительным органам. Да, и они защищают людей от потенциальных злоупотреблений властью. Абсолютно. Для справедливого общества крайне важно иметь эти гарантии. Я рад, что мы признаем важность этих прав в наших дискуссиях. Урок 19. Помощь по дому. Большую часть вечеров я помогаю маме мыть посуду после ужина. Замечательно.
Приятно разделить домашние обязанности. Да, я считаю, что важно внести свой вклад дома. Абсолютно. Учит ответственности и командной работе в семье. После этого я обычно делаю домашние задания, чтобы подвести итоги дня. Это звучит как хорошая рутина. Очень важно совмещать работу по дому и учебу. Да, это помогает мне быть организованным и не сбиться с пути. Я восхищаюсь вашей приверженностью. Важно иметь хорошую трудовую этику. Спасибо. Думаю, это также готовит меня к будущим обязанностям. Урок 20. Улучшение процессов. Это могло бы помочь значительно ускорить процесс. Я полностью согласен. Оптимизация нашего рабочего процесса имеет важное значение. Да, если мы реализуем эти изменения, мы сможем стать более эффективными. Давайте обсудим это на следующей встрече, чтобы собрать больше информации. Хорошая идея. Я хочу, чтобы все были в курсе изменений. Абсолютно. Сотрудничество может привести к еще лучшим решениям. Я с нетерпением жду возможности услышать мысли каждого по этому поводу. Я тоже. Будет интересно посмотреть, какие идеи они принесут. Давайте подготовим несколько заметок, чтобы мы могли четко изложить наше предложение. Урок 21. Пересмотр контракта. Я полностью согласен. Нам необходимо решить эти проблемы. Да, важно, чтобы все чувствовали себя комфортно в рамках соглашения. Давайте пересмотрим контракт, чтобы прояснить эти моменты для всех участников. Это звучит как мудрый план. Прозрачность является ключевым моментом в любом соглашении. Точно. Мы хотим избежать каких-либо недоразумений в будущем. Верно. Четкое общение укрепит наше сотрудничество. Я подготовлю изменения, и мы сможем их вместе рассмотреть. Идеальный. Я ценю ваш активный подход к этому. Спасибо. Я верю, что это приведет к более тесному партнерству. Урок 22. Планы на выходные. И ты подумал о наших планах на выходные? Да, я подумываю о мини-отпуске. Это звучит захватывающе. У вас есть конкретный пункт назначения? Я рассматриваю близлежащий пляж. Он идеально подходит для короткой поездки. Отличный выбор. Пляж всегда освежает и расслабляет. Да, мне не терпится понежиться на солнце и насладиться волнами. Давайте запланируем несколько интересных мероприятий, пока мы там. Абсолютно. Небольшое приключение сделает его еще лучше. Я с нетерпением жду этого. Это будет хороший перерыв от нашей рутины. Урок 23. Волнение перед первым полетом. С ней Таня очень радовалась поездке. Это чудесно. Всегда интересно путешествовать куда-то в новое место. Да, тем более, что ни один из них раньше не летал на самолете. Я помню свой первый полет. Это был такой незабываемый опыт. Точно. Ожидание взлета– это нечто особенное. Могу поспорить, что им тоже понравится вид сверху. Да, увидеть мир с неба захватывает дух.
Я в восторге от них. Им будет что рассказывать долгие годы. Абсолютно. Путешествия создают незабываемые воспоминания и новые перспективы. Урок 24. Цены продажи. Сколько они стоили? Они продавались за $50, а это очень много. Это впечатляет. Я люблю находить такие выгодные предложения. Да, покупка становится выгодной, когда вы экономите деньги. Определенно. И я всегда слежу за распродажами, когда могу. Я тоже. Это разумный способ управлять финансами и получать то, что вы хотите. Я рад, что мы оба одинаково подходим к составлению бюджета. Абсолютно. Это помогает нам получить максимальную пользу от покупок. Давайте вместе искать больше выгодных предложений. Урок 25. Законное право. Я не понимаю, почему некоторые люди думают иначе. Мы предпочли бы, чтобы законы писали покровители этого великого города. Точно. Важно иметь систему правосудия, которая отражает наши ценности. Да, вклад местного населения может привести к принятию более актуальных и эффективных Крайне законов. важно, чтобы сообщество чувствовало себя представленным в юридических вопросах. Абсолютно. Каждый должен иметь право голоса при формировании законов, которые им управляют. Я считаю, что это способствует доверию к правовой системе. Точно. Прочная связь между сообществом и его законами имеет жизненно важное значение. Давайте продолжим обсуждение того, как отстаивать эти изменения. Урок 26. Введение и корректировки. Абсолютно. Мы не можем упускать из виду наше видение, внося коррективы. Да, очень важно оставаться сосредоточенными на наших долгосрочных целях. Точно. Изменения должны усиливать нашу общую миссию, а не отвлекать от нее. Я полностью согласен. Речь идет о поиске правильного баланса. Верно. Гибкость важна, но не менее важна и верность нашим основным ценностям. Давайте иметь это в виду, просматривая эти изменения. Да, я уверен, что мы можем эффективно сделать и то, и другое. Абсолютно. Наше видение поможет нам осуществить любые корректировки, которые нам необходимо внести. Вместе мы сможем гарантировать, что наши цели останутся достижимыми. Урок 27. Информация о городе. Города в этих регионах увлекательны и разнообразны. Да, такие места, как Бангкок и Хошимин, имеют богатую культуру. Мне нравится, что каждый город имеет свой уникальный характер и историю. Точно. Сочетание традиций и современности завораживает. Да, и гастрономическая сцена в этих городах невероятная. Абсолютно. Уличную еду здесь обязательно стоит попробовать любому посетителю. Мне не терпится исследовать эти оживленные местные рынки. И я нет. Это будет приключение, наполненное новыми вкусами и впечатлениями. Давайте спланируем поездку, чтобы открыть для себя все, что могут предложить эти города. Урок 28. Создание своего пространства. Точно. Речь идет о создании пространства, которое отражает ваше нынешнее «я» и потребности. Я полностью согласен. Наше окружение должно вдохновлять и поддерживать нас.
Да, когда пространство кажется личным, оно может улучшить наше благополучие. Абсолютно. Мне нравится идея включения элементов, которые отражают то, кем мы являемся. Это имеет большое значение в том, как мы чувствуем себя в этой среде. Я думаю, что это также может мотивировать нас быть более продуктивными и творческими. Да, наличие пространства, которое резонирует с нами, может вызвать вдохновение. Давайте подумаем, как еще больше персонализировать наше пространство. Отличная идея. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что мы можем придумать вместе. Урок 29. Природные источники. Знаете ли вы, что если поверхность камня мягкая или просто горячая вода может пузыриться как родник? Это действительно интересно. Меня всегда восхищали природные источники. Да, они могут создавать красивые пейзажи и уникальные экосистемы. Абсолютно. То, как течет вода, может завораживать. Мне нравится, как они часто привлекают дикую природу и растения, которые хорошо себя чувствуют в таких условиях. Да, это похоже на скрытое сокровище в природе, ожидающее своего открытия. Точно. Исследование этих областей может оказаться очень полезным опытом. Я согласен. Давайте как-нибудь спланируем поездку к природному источнику. Это звучит идеально. Не могу дождаться, чтобы увидеть кого-нибудь поближе. Урок 30. Тенденции онлайн-покупок. Заметили ли вы в последнее время рост популярности онлайн-шоппинга? Определенно. Все больше людей предпочитают совершать покупки, не выходя из дома. Это удобно, особенно с учетом плотного графика и разнообразия доступных возможностей. Да, и возможность легко сравнивать цены является большим преимуществом. Я согласен. Очень интересно находить выгодные предложения, не выходя из дома. Кроме того, онлайн-обзоры помогают нам сделать осознанный выбор перед покупкой. Точно. Это во многом изменило то, как мы совершаем покупки. Интересно, как традиционные магазины адаптируются к этой тенденции. Это хороший вопрос. Им придется внедрять инновации, чтобы оставаться конкурентоспособными. Урок 31. Мечты и труд. Это правда, наша история построена на таких мечтах и трудах. Да, и своими мечтами мы прокладываем путь будущим поколениям. Абсолютно. Нас вдохновляет упорный труд и амбиции тех, кто был до нас. Мне нравится, как мечты могут формировать общество и способствовать прогрессу. Да, каждое достижение является свидетельством настойчивости и дальновидности. Важно чтить тех, кто боролся за свою мечту. Я согласен. Их история мотивирует нас добиваться наших собственных целей. Давайте продолжать мечтать о многом и усердно работать в нашей жизни. Да, вместе мы можем оказать положительное влияние. Урок 32. Планы пляжного дня. И как сегодня погода? Солнечно и жарко. Идеально для пляжного дня. Это звучит потрясающе. Я с нетерпением ждал развлечений на солнце. То же самое. Нет ничего лучше отдыха на берегу океана. Абсолютно. Не могу дождаться, когда почувствую песок между пальцами ног. Да, и, возможно, мы сможем принести несколько игр, чтобы поиграть на пляже. Отличная идея.
Это сделает день еще приятнее. Давайте тоже устроим пикник. Пляжная еда всегда вкуснее. Согласованный. Это будет фантастический день. Урок 33. Важность исследования рынка. Что вы думаете об исследованиях рынка? Я считаю, что это крайне важно для понимания потребностей и предпочтений клиентов. Абсолютно. Это помогает предприятиям эффективно адаптировать свою продукцию. Да, и это может дать представление о новых тенденциях на рынке. Точно. Компании, которые инвестируют в исследования, часто имеют конкурентное преимущество. Я согласен. Это формирует их стратегии и повышает удовлетворенность клиентов. Кроме того, это помогает выявить потенциальные проблемы на ранней стадии. Да, превентивные меры могут существенно повлиять на успех. Давайте узнаем больше об эффективных методах исследования рынка. Урок 34. Размышления на собеседовании. Большой. Как вы в целом оцениваете интервью? На самом деле, я чувствую себя довольно хорошо. Думаю, я хорошо ответил на большинство вопросов. Это фантастика. Уверенность может иметь большое значение на собеседованиях. Да, и я старался оставаться расслабленным, что помогало мне ясно мыслить. Это разумный подход. Чувствовали ли вы себя готовыми к тем типам вопросов, которые они задавали? По большей части, я заранее попрактиковался в некоторых общих вопросах. Это отличная стратегия. Всегда помогает быть готовым ко всему. Точно. Теперь мне остается только ждать их ответа. Я уверен, что скоро вы услышите хорошие новости. Урок 35. Расписание автобусов. Обычно они приходят каждые 15 минут в течение дня. Идеальный. Есть ли расписание автобусов, которое мы можем проверить? Да, есть цифровой дисплей, показывающий следующее прибытие. Это удобно. Это облегчает планирование нашей поездки. Конечно, знание расписания помогает нам избежать длительного ожидания. Точно. Я предпочитаю приходить вовремя и не опаздывать на автобус. То же самое. Давайте присмотрим за этим, пока ждем. Да, и мы можем спланировать наши следующие шаги в зависимости от времени прибытия. Звучит как план. Я с нетерпением жду возможности исследовать город. Урок 36. Изготовление свечей. Вы когда-нибудь пробовали делать свечи дома? Нет, но звучит интересно. Каков процесс? На самом деле это очень весело. Вы сами выбираете ароматы и цвета. Звучит креативно. Мне нравится идея персонализации свечей. Да, и это отличный способ сделать уникальные подарки для друзей и семьи. Я это вижу. Свечи ручной работы должны быть особенными, чтобы их получить. Они действительно делают. Кроме того, весь процесс расслабляет и доставляет удовольствие. Я бы хотел когда-нибудь попробовать. Звучит как идеальный проект выходного дня. Определенно. Давайте в ближайшее время запланируем вместе сеанс изготовления свечей.